В этом видео сделаем 5 Сложим синий лист. Нарисуем квадрат в нижней части открытки, обязательно в месте сложения. Режем только боковые линии. Сгибаем вырезанный квадрат. Раскрываем открытку и выгибаем угол наружу. Теперь возьмем две полосочки, складываем пополам. Отрезаем по бокам небольшие уголки. Одной стороной приклеиваем каждую полосочку на квадрат. Складываем красный лист пополам. Теперь промазываем клеем место стыка и вкладываем туда нашу объемную часть. Приклеим несколько сердечек разных цветов, а также немного кружочков для декоративности. На отдельном сердечке напишем фразу или послание для любимого человека. Приклеиваем на лицевую часть открытки. Вы только посмотрите, какая простая, но эффектная открыточка у нас получилась. А дальше будет еще круче. Сделаем крутейшую 3D-открытку. Подписывайся и смотри до конца. Возьмем плотный лист бумаги любого цвета. Разделим его пополам. Сложим одну часть пополам. Раскрываем и будем вырезать наш рисунок. Резать нужно линии, выделенные красным цветом. Нужно закрепить рисунок с помощью скотча. Обязательно подложим досточку, чтобы не порезать стол. И потихоньку прорезаем красные линии. Я использую для этого обычный канцелярский нож. Можно воспользоваться художественным скальпелем. Снимаем скотч и теперь пальцами выталкиваем сначала верхнюю часть сердца. Теперь нужно продавить все горизонтальные линии. Сначала продавливаем все нижние линии с внутренней стороны открытки. Потом переворачиваем открытку на спину и продавливаем все верхние горизонтальные линии. Теперь нужно приплюснуть все изгибы, чтобы сердечко держало свою форму. Складываем вторую часть листа и вкладываем туда нашу открытку с вырезанным рисунком. Вот и готово наше 3D сердечко. По-моему, получилась просто крутейшая открытка. Ну что, переходим к четвертой. Делаем открытку на 8 марта. Нам понадобится 9 лепестков для 3 тюльпанов. Для начала сложим 2 лепестка пополам. По бокам промажем клеем центральный лепесток и наклеим сложенные лепестки отвернутыми друг от друга. Нарежем 3 полоски примерно по 15 см в длину. Потом каждую сгибаем, по желанию можно сделать трубочку. Теперь соединяем бутон со стебельком. Рисуем горшок с зеркальным отражением. Сгибаем получившуюся фигуру пополам. Внутрь приклеиваем наши стебельки. Рисуем отверстия слева и справа и прорезаем их ножом или дыроколом. Для декоративности украшаем лицевую часть нашего горшочка. Пишем послание или пожелание. Приклеиваем внутрь прямо поверх стебельков. Через отверстие просовываем ленточку и завязываем бант. Вот такую вот прелесть мы создали с вами собственными руками. Представляю, насколько приятно будет получить такой знак внимания любой женщине. Сделаем из бумаги белого медвежонка. Для начала на плотной бумаге нарисуем самого медвежонка. Теперь вырежем из красной бумаги сердечко. И сложим его пополам. Сделаем дугообразный надрез.
Теперь вырезаем рисунок медвежонка. Оставляем пару миллиметров от контура. Приклеиваем полосочку. Разворачиваем сердечко и закрепляем его в лапках медвежонка. Посмотрите, какая прелесть у нас получилась.